И снова привет! Это канал Alexis Fox, и сегодня у нас 10 советов начинающим художникам. Это первая часть, и здесь я расскажу про технические советы. Ну, в общем, начинаем. Итак, самый первый совет для тех, кто только начинает рисовать. И я хочу сказать, начинайте рисовать на бумаге. Именно на бумаге, это основа, это база. Не нужно сразу бежать за компьютер, потому что если ты умеешь рисовать на бумаге, ты сможешь научиться проще рисовать на компьютере. Дальше, вот ты берешь лист, кладешь его на стол, начинается обычно со стола, и советую тебе закрепить его на столе по бокам, желательно бумажным скотчем, чтобы потом не париться с тем, что у тебя испортилась бумага. Закрепил лист, чтобы он никуда не ерзал, никуда не соскальзывал, потому что это очень сильно мешает в работе. Дальше. Во время работы, неважно, работаешь ты на мольберте или работаешь ты на столе, все советуют подкладывать под руку лист. Или же у кого есть вот такая перчатка, она также очень сильно облегчает работу. Я ее купила на Алиэкспресс, стоит рублей 100-150, может даже меньше у кого-то выйдет, потому что в Узбекистане все дороже. Вот. Для чего это нужно? Для того, чтобы карандаш не размазывался, для того, чтобы от руки некрасивые следы не оставались на бумаге. И вообще работать мне, конечно, приятнее, потому что ты чувствуешь, что не пачкаешь бумагу, иначе в конце бумага ощущается такой замусоленный, засаленный. И во время работы на планшете, если рука немножечко вспотела, то не будут оставаться некрасивые мокрые разводы на планшете, потом не придется его оттирать от следов кожного жира. Потом, ты начинаешь изучать рисование. Начинать его нужно не с самого-самого простого, как вообще многие начинают рисовать начинают многие с дудлинга. Я советую начинать рисование с изучения построения и анатомии. Также можно, конечно, использовать для начала дудлинг, но тоже с использованием построения. Потому что построение – это база всего рисования, это наше все. Начиная от первой линии, которую вы ставите на листе, которая означает высоту вашего объекта, ваш объект никуда не скосится, он не будет криво расположен на листе. Вообще линии, штриховка, построение и анатомия – это база, с чего вы начинаете. Даже в элементарном дудлинге, который, конечно, есть дудлинг профессиональный, когда там просто есть дудлинг профессиональный, в котором тоже идет построение. А есть каляки-маляки, которые пытаются начать рисовать начинающие художники. Я сама была тоже сторонником дудлинга, потому что я не хотела учить рисование, и я считала, что для меня это слишком сложно, и я рисую в стиле дудлинг, это мой стиль, мне это нравится, и зачем мне учить что-то больше, если я выбрала свой стиль? Ничего подобного. Нет построений, нет нормального дудлинга, нет нормальных скетчей, нет ничего. И как я рассказывала в видео со своими скетчбуками, просто это очень сильно тормозит развитие, если вы выбираете путь, нарисую что-нибудь, когда-нибудь получится, вместо того, чтобы конкретно учиться. Следующий совет. Для того, чтобы это изучать, смотрите видеоуроки, смотрите книги, читайте книги. Это, конечно, очень очевидный совет, но многие тоже его пропускают. Начинайте с простых форм, как обучают в художественных школах. То есть ставите кружку, это цилиндр, ставите коробку, это вам куб. Ищите разные предметы упрощенных форм, тоже максимально их упрощаете и рисуете. Светотени, все это проходите, потому что иначе дальше не пойдет. Потом рисуйте везде. Сидите вы в кафе, у вас нет с собой ни тетради, ни скетчбука, но у вас есть карандаш или ручка. Берете салфетку, рисуете то, что видите. Тарелка, вилка, ложка. Может, пока это не получается, потому что вы еще не до конца изучили построение, или вы пока в процессе его изучения, но вы пытаетесь, вы проводите линии, вы разбиваете эту ложку на простые составляющие, на вилку эту самую разбиваете, стакан полностью, все это прорисовываете, рисуйте как можно чаще. На уроке учитель отвлекся, пока ничего не дает. На полях, где-нибудь в черновике, да хоть бы в чистовике карандашом, если учителя, конечно, не особо сопротивляются этому,
Но, во всяком случае, меня мало ругали за это. В младших классах мне запрещали рисовать в тетрадях на полях, я рисовала просто на руке. Это тоже ругали, но как бы рука моя, тут уж особо в наказаниях не разгуляешься. Из этого вытекает следующий совет. Для того, чтобы упростить себе в этом плане жизнь, всегда носите с собой скетчбук. Если нет скетчбука, не знаю, альбом. Если есть тетрадь не разлинованная, носите тетрадь. Почему разлинованные тетради это неудобно? Потому что вы начинаете ориентироваться на клетки, на линейки. Вы пытаетесь сделать относительно них более ровно, в итоге вы сами загоняете себя в рамки и не стремитесь сделать построение, потому что вы боитесь, что у вас линия будет кривой и не параллельной с клеткой и тетрадью. Да. Идем дальше. Теперь это все предыдущие два совета обобщаем и переходим к тому, что нужно практиковаться как можно больше. Дальше. Совет. Я сбилась со счета, поэтому я буду где-нибудь указывать циферку. По поводу карандашей. Не обязательно покупать, конечно, сразу весь набор, но если это ваши первые карандаши, то можно взять набор и посмотреть, какие карандаши вам больше всего подходят, потому что для рисования не нужно использовать весь набор карандашей, так как у них переход мягкости и жесткости довольно-таки маленький, и он особо не ощущается, это все можно регулировать с помощью нажатия. Я использую чаще всего в работе HB, 2B и 2H карандаши, но изредка я использую 4B и 4H. Это когда совсем... Это когда я не могу найти 2B и 2H, я использую 4B и 4H. Вот. Я храню их в железном кейсе от шоколадки Бушерон. Я очень люблю шоколад, что поделать. Ну вот, тут уже нет тех карандашей, которые я использую чаще всего. Это те карандаши, которые я купила и не использую. Но я их сейчас, конечно, до конца уже добиваю. В общем, у меня всегда с собой здесь шкурка. Ее надо будет тоже заменить уже. Шкурка и резинка стирательная. Также у меня в сумке лежит лезвие. Я использую для заточки карандашей лезвие «Опасная бритва», если не ошибаюсь, называется. В общем, точит карандаши как по маслу. Насчет выбора фирмы карандашей, это тоже зависит от того, что у вас продается, можно сказать, рядом с домом. Можно купить на пробу несколько карандашей, попробовать и уже определиться со своей фирмой, потому что не попробуешь, не узнаешь. Также очень бережно обращайтесь с карандашами. Если он упал, то все. Это все. Для карандаша жизнь окончена. Потому что он падает, и внутри грифель трескается. То есть дальше вам, может, повезет, и он сломается в одном месте, и вы это как-нибудь переживете. А если он сломается в нескольких местах, то когда вы будете точить, он у вас будет постоянно ломаться, это будет раздражать, и просто захочется выбросить его в мусорку и не подходить к нему. Зачем нервничать? Покупайте новый карандаш, раз уж уронили. Или отложите его, может, потом когда-нибудь заживет. Следующий совет. Не засиживаться за работой, потому что чем дольше вы сидите, потому что я слишком много говорю, потому что надо будет это вырезать. Следующий совет. Не засиживаться за работой, потому что... Следующий совет. Не засиживаться за работой. Когда вы долго сидите перед своей работой, вас замыливается глаз, вы просто не видите, что вы рисуете. Но, тем более, если вы рисуете на компьютере, там еще и это... излучение, я не помню, как оно называется. В общем, нужно вставать и отходить от работы. Нужно каждые 15-20 минут делать перерыв. И это очень важно для вас. Также менять место рисования. То есть, если вы рисуете сейчас сначала вверх работы, попробуйте переместиться вниз работы, посмотреть, чего здесь не хватает. Акварелью здесь добавил пару мазков, перешел наверх, уже видно, чего не хватает. То есть, вы меняете свое направление, и вам проще потом видеть свои ошибки. На этом все. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Может, я где-то ошиблась. Какие советы вы используете
какие советы вы используете из мной перечисленных или какие-то другие. Мне будет очень интересно почитать, и если будет очень много всего предложенного, то попозже я сниму еще одно видео. Или не сниму. Ну, посмотрим. Спасибо за просмотр. Пока.